не сдержались. Коллекция растет. Это у Александра, кстати, тоже. Там 3 яичка. Да, я вижу Мишу. Но мы не уйдем отсюда сегодня никогда, потому что это все шедевры. Смотри, попадает. Да. Фокусируется нормально. Сейчас, подожди. Вот, сфокусировано. Стоишь. Пятачку. Птица, да. Птица, гнездо, а в гнезде 3 бриллиантовых яйца. Курочка ряба Вон она, отдыхает. иллюстрация. Вот она. Вот она. Потрясающе. Пришла, еле нашла, пошла туда, я сразу пошла в эту сторону, потому что в прошлом году дальше были, да. Я просто думала, что вот это будет. Так что сегодня вообще. В прошлый раз был интересно. Сейчас мне еще вот Саша сказала, если девушка, так обходи меня. Вот так у нас зима какая. Как утепляют растения, чтобы довести домой. У нас так. Наша зима это стихийная беда. Все, спасибо большое. Спасибо вам. Добрый день, друзья!
Вот и опять к нам приехала Александра Красина. Когда она приезжала в декабре, вы под видео, которые вышли и в декабре, и уже в январе, задавали очень много вопросов Александре, а не мне. Поэтому я сегодня специально приехала к Александре на выставку. Выставка у нас православная, но цветы при этом присутствуют. И сейчас вам Александра ответит на некоторые вопросы, которые были заданы под видео. Самый часто задаваемый вопрос – это каким же удобрением пользуется Александра для фаленопсисов и вообще для всех орхидей. И вот сейчас нам Александра расскажет и покажет, что же это за удобрение. Добрый день, друзья. Ну, какими удобрениями мы пользуемся, можно увидеть как раз на витринке. Эту линейку я вожу и рекомендую для удобрений не только орхидей, для стимулирования цветения, для формирования цветоносов. Эти удобрения, они универсальны для всех растений, и они стимулируют образование корней, листвы. Это вот гроу, он для роста. Здесь в составе только органический препарат фекалий летучих мышей. Этот препарат был создан именно из фекалия в силу гуана, да, гуана, как мне подсказывают, в силу того, что летучие мыши употребляют в пищу только органику природного содержания. И, как вы знаете, все орхидеи, они, можно сказать, что хищные цветы, и для них в удовольствие употребление именно органических препаратов. И в силу этого я при поливе, при содержании орхидных использую только органические препараты. Также я использую для формирования и роста листвы, это нитрозим, та же самая линеечка, что и калок, тот же самый производитель Нидерланды. И в своей практике вижу хороший рост листвы, если использование идет органических препаратов. А для цветения тоже есть такой? Да, для цветения тоже вот он Bloom. Здесь добавление фосфора в составе, и вот если вы обратите внимание, вот у меня только покупатели отошли, и часть уже растений отсутствует, но из оставшихся на витрине видно, что все 2,5 кустики, практически все у меня все на цветоносах. Вот, пожалуйста, вот как раз это, вот этот препарат, он помогает сформировать здоровый цветонос. И я для цветения поливаю только те кустики, которые непосредственно уже достигли того уровня развития, чтобы зацвести. То есть малышню вот 1,7 я не поливаю этим препаратом. Я только для формирования роста и для того, чтобы растение было взрослым, большим, стимулирую только... Для формирования зеленой массы и корней. Да. Да. Но вот там есть один цветоносик. Есть с цветоносом, если вы обратите внимание, и не только этот сорт, у меня там еще есть на цветоносе 1,7, но они сами дали цветоносы. Так, вот я не помню, здесь у меня есть, нет? Нет, я уже, видимо, продала. Вот этот сорт тоже часто дает цветонос. То есть есть сорта, которые просто дают цветоносы сами по себе, несмотря на то, что их не стимулируешь. То есть если сам цветонос дает кустик в размере 1,7, я его не срезаю, я смотрю по состоянию. Если корневая и ботва позволяет оставить, то я оставляю, и процветает уже непосредственно сорт. Вот, но стимулирую вот именно вот эти вот взрослые растения. Саш, скажи, пожалуйста, а кроме стимуляции препаратами, у тебя есть теплица, почти достроенная. Используешь ли ты разницу температур для стимуляции цветения? Да. Вот именно на разнице температур еще и добавить Да, обязательно. для цветения. Тогда цветение получается более яркое, более насыщенное и, наверное, более стабильное. Какая температура? Теплица у меня построенная, но она старенькая. Как бы в перспективе хочу современную, новую, большую теплицу. Вот. В той, которая у меня имеется, у меня обязательно перепады температур. То есть днем у меня отопление есть,
а вечером и ночью у меня его нет. И в силу того, что я искусственно создаю перепад температур, идет и формирование цветоносов. Это одно из обязательных условий. Но нужно обязательно при этом сказать, что Александра живет в Геленджике. Да. А это Черное море. Там у нас И тепло. там минусовых температур, наверное, не бывает или очень обещают, редко. да, но они бывают крайне редко у нас. Поэтому в моем случае позволительно не использовать отопление в вечерний и ночной период для формирования цветоносов. Это такое есть, да. Да, у нас так не получится. Нам обещают завтра минус 15. Да, будем переживать. Стихийное бедствие. Да, для Ростова снег и минусовая температура – это действительно стихийное бедствие. Это сегодня, кстати. Да. Саш, ну еще немножко о тех цветах, которые сегодня ты привезла. И о хоях обязательно. Да, хои представлены у меня в виде срезов. Коллекция у меня хои достаточно большая, больше 300 сортов у меня. И мне нравятся они за лист и за то, что они цветут очень красиво, имеют пестрый лист. Из орхидей тоже постаралась привести как можно большее количество растений. Подбирать старалась именно те растения, которые у нас уже дали цветоносы. Это у нас и пилорики, и биглипы, и бигфуты, стандарты, и крупноцветковые. То есть можно, в принципе, на любое желание найти тот цветок, ту форму, тот цвет, который хочется. Ну и многие, повторю, что на цветоносах. И еще один, наверное, тоже задаваемый вопрос, но это уже не по старому видео, а сейчас. До какого числа вы будете на выставке? До 17-го? Да, планируем до 17-го. Будет короткий у нас рабочий день до 3 часов дня. И большая просьба для тех, кто приходит и забирает свои заказы и покупает цветы, обязательно приносить с собой утепляющий материал, потому что на улице снег, холодно, обязательно нужно своих девочек новеньких согреть и донести в полном Без порядке. потерь. Да, без потерь. Место у вас К3. К3, чтобы легко было найти его. Всех с наступающим Старым Новым Годом! Спасибо. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. До новых встреч. До свидания. Вот так, мне вот так очень нравится. Татьяна, добрый день, это Елена. Екатеринбурга, да, двое бесед по хорошей цене с Анатолием. Одни в районе 40 получаются, а другие, да. Решил по православной выставке снимать только ювелирные изделия. Здравствуйте. Мы Уральский ювелирный завод. Представляем свою красивую коллекцию. Есть редкие камушки, редкие изделия. Например, вот это колечко у нас, это природный самородочек. На основе 585 пробы традиционного золота припаян кусочек природного золота. Минимальная проба 850, а доходит до 950, то есть высокопробная. Эксклюзив, потому что сама природа сделала, получается, человек сюда не вмешивался, только снял рубашку, почистил, чтобы потом блескучая была. Вот такая красота есть. Есть красота вот такая. Мой любимый комплект – это Гелиодор идет. Редкая разновидность берилловой группы. Добывается у нас Шервовая гора, месторождение идет. Такой лимонный красивый цвет, камушек не облагороженный, что в наше время большая редкость является.
любимый мой цвет желтый. На самом деле есть вот такое фантастическое кольцо. Крупный камушек, это идет сапфир желтый. Под низом идут розовые сапфиры у него, то есть он тут вот так представлен. Золото белое идет, но 750 проба, высокопробный тоже. И есть наш любимый камушек, гранат демонтоид. Это наш уральский, добывается именно на Урале. Да, вот он добывается на Урале. Единственное месторождение — Бобровка река. Почему на первый день никого не было, а на третий просто Красивый фантастический цвет идет. Переводится он как подобно бриллианту от слова диамант, демонтоид. В свое время Куприн писал гранатовый браслет. Центральный камушек был там именно зеленый гранат, а вокруг мелкие и красные. никто не скажет, а вас и знать никто. Я не говорю, что там море народу, мы не едем, но все разное. Также у нас есть танзаниты, турмалины, уральские изумруды. Не только уральские изумруды, есть также у нас и африканские, и колумбийские изумруды. Но по коллекции, по камням у нас очень большое разнообразие. Наверное, одно из самых крупных разнообразий. Потому что есть и сапфиры цветные, и шпинель, и сфен тоже, кстати, красивый камень. Преломление цвета тоже шикарное. И такое все необычное. Потрясающе. Играет просто, Миша, да. Посмотри, какое кольцо мне сейчас показывали. Как тоже необычно. Смотри. А здесь у нас бриллиантики. Вот, вроде бы бриллиантики, а у нас с изюминкой. Ничего особенного. И вдруг Раз. получается 2 кольца. То есть можно и одинарничек, а когда куда-то совсем-совсем на выход, взяли и одели вот так. Совершенно другое кольцо получается. Прекрасно. Но с изюминкой. Любим мы такое. Вот. Вот еще есть тоже из таких эксклюзивных, девушка показывает. Центральный камушек идет рубинчик и маленькие бриллиантики. Тоже вроде бы кольцо такое довольно раз, и тут поменялось. Чисто бриллиантики стали. У меня так Куперфильд просто отдыхает. Тоже и цены довольно интересные, то есть это колечко недорогое, плюс еще скидочки на выставке делаются, поэтому приходите. Колечко это со скидочкой будет, сейчас посчитают. Сейчас, да, скажите, нам интересно же. Ну, здесь природные камушки, соответственно. Естественно. Со скидочкой на выставке получается 99 тысяч. 99 тысяч. 2 кольца в одном получается. Да. Практически Да. 100 тысяч колечек. Да, бриллиант. Но здесь природный рубин идет. Настоящий. Да. Тут же все дело в том, что это настоящее. Скажите, а вот это что-то белое, я вижу. Это белое золото. Еще мы тогда вам не успели показать. Ну, сейчас мы вам покажем. Сейчас, да, найду фонарик. Мои цветочки. Ультрафиолет. Да. Ну, к сожалению, лампочки Ильича нет у нас. Зажигалочкой не будем пользоваться. Это александрита. Да, это Александрита, точно. Под заключением идет Александрит. Это тоже природник. Наш Да, уральский. наш уральский природный. Ну, искусственный, он более резко меняет Да, цвет, да, да. и меняет он при любом освещении. Ему не обязательно ультрафиолет, либо лампочку Ильича. Он прям четко, ясно делает. 70-е, 80-е годы искусственных александритов было очень много. А вот природника я не видела никогда. А самое интересное, что это в 70-е, 60-е, это были не александриты, это были корунды выращенные даже. Ну, да, То есть даже это был, даже был сапфир. цвет они очень быстро. Просто сам александрит выращивается гораздо сложнее. Там уже более трудоемко. До сих пор даже, если выращенный александрит, он будет гораздо дороже, чем выращенный корунд, сапфир. Ну, это уже произведение искусства идет. Это уже На камушки помельче идут, но здесь уже берется работы, что как бы улиточка настоящая, как говорится, все вот красные, Вот это из песни рубины, слова не выкинешь. Да. Ювелирная работа. черные, и все не цепляется. То есть вот это вот камушек, каждый зацеплен просто фантастически. да, очень красиво. Я даже цену спрашивать.
не спрашивай. Но в мелких камнях это уже идет работа, за это берется цена. Конечно. Вкладывается, да, что сложно закрепить, сложно это сделать. Она блестит, я не Вот. чувствую. Ну, В блеки принципе, там. нормально. Хорошо. Вот. А в крупном уже каратность идет, поэтому цена иногда бывает даже одинаковая. Либо за работу взяли, либо взяли за то, что камень единый и очень красивый камушек. Вот, так что такая красота, будем рады видеть, приходите поделиться. Да, не сдержались, коллекция растет. Это у Александра, кстати, тоже. Там 3 яичка. Да, я вижу внизу. Но мы не уйдем отсюда сегодня никогда, потому что это все шедевры. Смотри, попадает. Да. Фокусируйся на меня. Сейчас подожди. Вот, сфокусировано. Стоишь. Ручку. Очень плохо. Она пойти. Птица, да. Птица, гнездо, а в гнезде 3 бриллиантовых яйца. Курочка ряба Вон она, отдыхает. иллюстрация, вот она, вот она. Потрясающе. Честное слово. Как она крылышками держит гнездо. Да. Мы в одно гнездо добавляли одно яичко сапфировое. 3 девочки, родился мальчик. И мы еле его уложили. То есть кольцо было не такое, одинаковых нет, нереальное. Вот, но что-то было подобное. И ложили 4-е яичко, Да. но не с бриллиантами, а с сапфирами. 3 девочки, 4-й мальчик. Мужчина пришел такой, говорит, ну, пожалуйста, мне очень надо еще сюда добавить. Добавьте, пожалуйста. Добавили. Вот. Как-то так. 4, это радует. 4, это же жене такое кольцо. Да. Какой мужчина. Ну, молодец, да. Правильно, так и надо. Спасибо вам большое. Вам за- спасибо. За такую Большое спасибо. экскурсию. Всего вам доброго. Хорошо. Все, спасибо. Все. В Ростове-на-Дону выпал снежок. Мы приехали на выставку. Православная выставка. Сегодня холодно. Но мы идем смотреть орхидеи. Вот Александра Красиной. Пойдем быстрее, заморозишь цветочки. Да, у меня здесь цветочки. Идем быстрее.